Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня в этом видео я предлагаю вам связать вот такую вот замечательную коровку. Вот такая вот малышка. Это еще одна игрушка из серии «Много игрушек по одной схеме». В данном мастер-классе я покажу только, как связать мелкие детали, оформить игрушку, пришить. А вот это вот платьишко я покажу, как связать в другом видео, чтобы это видео не затягивать. В общем, в таком виде у вас будет бычок, а если вы свяжете платьишко, вот это вот сарафанчик, то у вас получится коровка. Покажу поближе. У меня вот такое оформление глазок. Вы можете взять глазки, допустим, глиттерные. Можете вышить бровки, пришить цветочек какой-нибудь или, например, бантик. Так. Ну, в общем, оформить на свое усмотрение. Платьишко такое несуразное. Больше, наверное, сарафанчик. В общем, предлагаю связать вот такую замечательную коровку. Для вязания коровки понадобится основной цвет. Вы можете выбрать любой. У меня вот такой вот лавандовый 89-й Ярнар джинс. Для мордочки я выбираю вот такой цвет 03. У меня остался остаточек. Я из него и вяжу. Вы же просто смотрите, какой цвет вам больше подойдет к мордочке. Может быть, какой-то розовенький. Также у меня здесь копыта беленькие, да, вот кончики ножек. Вы можете сделать цвета рожек и либо копыт, в общем, коричневого цвета. И на рожке и вот здесь на кончик хвостика я использовала цвет 87, тоже Ярнар джинс. Ну, а в этом видео я платьюшко не вязала, но это у меня цвет 42, тоже Ярнар джинс. Нужно немножко черного ириса, либо швейной ниточки, белая ниточка для белков, буквально там 20 сантиметров, и глазки 9 миллиметров. Но я думаю, глазки можно и побольше, поменьше взять. Смотрите на ваше усмотрение. Все. Приступаем к вязанию. Для начала нам нужно связать вот такую вот заготовочку для тела. В данном мастер-классе я не буду показывать, как ее связать, так как у меня на канале есть подробный мастер-класс по петельной, как связать заготовочку для тела. Оставлю вам вот здесь вот подсказку, и также будет ссылочка в описании под видео. Ну а сначала можно связать самые мелкие детали. Начнем вязание с мордочки для коровки. Беру молочный цвет. Вы можете использовать любой другой, может быть светло-розовый. Все зависит от того, какой вы возьмете основу для тела. Итак, делаем первую петлю. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее со второй петельки от крючка вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Последнюю петельку вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. По этой стороне вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И в последнюю петельку вяжем прибавку. Прибавка.
Первый ряд связан. Для удобства поставьте маркер. Вяжем второй ряд. Делаем прибавку. Далее вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь по этой стороне делаем 3 прибавки. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И вяжем 2 прибавки. 1, 2. Связали второй ряд. Вяжем третий. Вяжем 1 столбик, прибавка. Далее вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И с этой стороны вяжем 1 столбик, прибавка 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Теперь вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. И вяжем 1 столбик, прибавка 2 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Вяжем 4 ряд. Провязываем 2 столбика, делаем прибавку. Теперь вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь по этой стороне вяжем 2 столбика, прибавка 3 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И теперь 2 раза вяжем 2 столбика, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Теперь нам нужно провязать 2 ряда без прибавок, без убавок. По кругу 30 столбиков. И эти ряды вы провяжете самостоятельно. 5 и 6 без прибавок, без убавок. Вяжете. Итак, провязали 2 рядочка. Теперь вяжем последний, 7 ряд. В этом ряду мы будем вязать 3 столбика, убавка. 1, 2, 3, убавка. И так до конца ряда. 1, 2, 3, убавка. Вяжем далее до конца ряда самостоятельно. Провязали. Теперь делаем соединительную петельку и оставляем длинную ниточку для пришивания мордочки.
Все, вот такая вот мордочка у нас получилась. И вот таким образом мы ее пришьем. Так, теперь нам нужно связать рожки. Делаем колечко амигуруми. И в это колечко вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошенько стягиваем. И в каждый столбик вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 3 ряда мы вяжем без изменений по 12 столбиков. Итак, вот у нас 2 ряда связано, и теперь 3, 4 и 5 вяжем без изменений по 12 столбиков. Думаю, это несложно, и вы свяжете самостоятельно, чтобы не затягивать это видео. Вяжем. Итак, провязали. Теперь делаем соединительную петельку и оставляем кончик для пришивания. Таких рожка нам надо связать 2. Ну, логично. Все, 2 рожка у меня готово. Теперь будем вязать ушко. Делаем колечко амигуруми. И в это колечко провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. И в каждую петельку провязываем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали второй ряд, вяжем третий. В третьем ряду мы будем вязать 1 столбик прибавка 6 раз. 1, прибавка, 1, прибавка, и так до конца ряда. Провязали. Теперь вяжем 4 ряд. В 4 ряду мы будем вязать 2 столбика прибавка. 1, 2, прибавка, и так до конца ряда. 1, 2, прибавка. Вяжем до конца ряда. Провязали. Теперь 2 ряда. 5 и 6 мы вяжем без изменения по кругу 24 столбика. Эти ряды простые, вяжем самостоятельно. Провязали. Теперь вяжем 7 ряд. В 7 ряду мы будем вязать 2 столбика, убавка.
И так вяжем до конца ряда. 2 столбика, 1, 2, убавка. Вяжем до конца ряда. Провязали. Теперь вяжем 8 ряд. В 8 ряду мы будем вязать 1 столбик, убавка. И так до конца ряда. Столбик, убавка. Вяжем до конца ряда. Провязали. Вот такая деталька у нас получается. И теперь вяжем последний 9 ряд за 2 стеночки. За 2 стеночки мы вяжем 6 столбиков. Итак, первый столбик, и там находим крайний. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем воздушную петельку и оставляем длинный кончик для пришивания. Далее берем, складываем это ушко пополам и вот таким образом сшиваем. Берем иголочку. Так, складываем ровненько пополам, захватываем последний столбик. Захватываем эту петельку и затягиваем хорошенько. Все, наше ушко готово. Таких ушка нужно сделать 2. Вот я связала 2 ушка. Теперь нам осталось связать только хвостик. Вяжем хвостик. Для этого оставляем длинненький кончик, чтобы нам удобно было присоединять потом хвостик, привязывать, ну, сантиметров 10. Делаем первую петельку, набираем 8 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набрали. Теперь со второй петельки мы делаем соединительные столбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем здесь у нас воздушную петельку и тоже оставляем небольшой кончик. Так, получилась у нас вот такая вот деталька. Теперь берем цвет рожек, либо можете какой-нибудь коричневый, и отрезайте 3 ниточки одинаковой длины. Так, берете наш хвостик, и вот здесь вот на кончике получается такая петелька неровная. За нее мы закрепляем эти ниточки. Так, надо крючок взять другой. Так, продеваем, захватываем все эти 3 ниточки и протаскиваем в эту петельку. А теперь эти кончики все протаскиваем
сюда. Так. И вот такой вот петелькой мы их зацепили. Теперь аккуратненько подравниваем, чтобы все ниточки хорошо затянулись. Аккуратно. Все, прицепили наш кончик хвостика и отрезайте на ту длину, которую вам нравится. Побольше, поменьше. Ну, я где-то оставлю чуть больше сантиметра. Все, можете либо оставить так хвостик, либо его распушить. Просто иголочкой рассоединить каждую ниточку. Я вот рассоединила, немножко подрезала его, и получился вот такой хвостик. Теперь нам осталось только собрать нашу коровку. Итак, мордочку мы прикрепляем ровненько возле глазок. На том уровне, где у нас вот низ глазок. Смотрим, чтобы было все ровненько. И пришиваем. Продолжаем пришивать. Когда у нас останется совсем немножко здесь места, нужно сюда наполнить холофайбер. Либо другой наполнитель, который у вас есть. Пришиваем самостоятельно. Если кому-то непонятен принцип, либо у вас какие-то сложности с пришиванием мордочки, я вам оставляю здесь подсказку на то, как ровненько пришить мордочку. У меня есть подробный мастер-класс на канале. Все, пришиваем. Пришили нашу мордочку. Теперь нам нужно пришить ушки. Отсчитываем от глазика 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. С макушки отсчитываем 13 столбиков. Вот у нас закрытие. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так.
Здесь у нас будет располагаться ушко. Делаем также с другой стороны. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так. Так, на этом уровне нам нужно пришить ушки. Сначала наживим их, посмотрим, хорошо ли смотрится ушко. Так. Вот такие ушки у нас получаются. Вы смотрите по себе. Может быть, как-то под наклоном вы их пришьете. Ну, я вот пришивать буду вот так, как у чебурашки. Так. Думаю, будет смотреться неплохо. Сейчас наживлю еще рожки, чтобы посмотреть, как будет смотреться картина полностью. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Смотрите сами, как вам лучше пришить рожки. Может быть поближе, может быть подальше. Ну, я вот буду пришивать, если... Ну, я воткнула иголочку в 7 ряду посерединке, да, но так получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Край рога у меня на 6 ряду. И буду я пришивать где-то на 3-4 рядочка. Будет 6, 7, 8 и 9 задействованы. Вот. И здесь также от макушки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом 7, 8, 9. Это мы будем пришивать. Все, на вот таком уровне я буду пришивать ушки и рожки. Рожки я буду пришивать точно так же, как мордочку. Ну, а ушки сейчас покажу. В принципе, я все детали пришиваю практически одним способом. Так. Сейчас возьму, чтобы ушко вот так не вертелось, приколю его еще иголочкой. И буду пришивать. Так.
Надеюсь, вам понятно, что я пришиваю точно так же, как пришивала мордочку. Просто подхватывая снизу петельку. Так, это, наверное, уже можно убрать. Просто подхватываю вот эту вот петельку изнутри. И потом подхватываю вот откуда выходила ниточка и в соседний. Ну, я думаю, вы пройдете на видео. Ну, я думаю, вы пройдете по ссылочке, посмотрите видео, как я пришивала мордочку, и поймете принцип. Таким способом я пришиваю практически все детали. Ну, кроме там каких-то плоских, которые, допустим, вот так должны висеть. Тогда я бы чуть-чуть по-другому пришивала. А если вот мне нужно, чтобы ровно деталь стояла, я ее пришиваю именно таким образом. Главное хорошо подтягивать ниточки. Очень-очень неудобно пришивать на весу. Так. Так, пришили, выводим ниточку за ухом. Все, и ее закрепляем. Я делаю по 2 закрепочки, чтобы наверняка ничего не вылезло после стирки. Делаю закрепку и длинную ниточку завожу в голову. Так, все, пришили наше ушко. Теперь аналогично пришиваем второе, которое у меня отвалилось. Так. В общем, сейчас я посчитаю столбики, чтобы было ровно 10 здесь у нас. Угу. О, как раз. Все, пришью второе ушко и немножко покажу, как пришиваю рожки. И дооформим дальше нашу коровку. Итак, прикололи рожки между 6 и 9 рядом. Точнее, на 6 и 9 ряду. Отступаем от вот этого закрытия 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков. И вот прикалываем. И будем пришивать на эти рядочки. Ну, возможно, 10 захватится, но это уже будем смотреть по мере сшивания. Так. Опять же напомню, вы пришиваете рожки на том уровне, на котором вам нравится. Прикололи, посмотрели, ну, хорошо смотрится, нехорошо. Может быть, поближе поставили, подальше. Так, прикололи, чтобы они не вертелись. И таким же образом, как пришивали мордочку, пришиваем. Из-под низу захватываем столбик. Следующий. Хорошо подтягиваем и захватываем столбик, который у нас здесь на голове.
Все-таки как ни крути, а на коленках сидеть, пришивать удобней. Так. Еще раз повторюсь, если у вас вязание такое неплотное, ну, в общем, рог, если вот так у вас сминается сильно, то вы его наполните наполнителем. Все, я думаю, принцип вам понятен. Если вы вяжете со мной не первую игрушку, то вы уже умеете пришивать. Ну, либо у вас есть свой способ пришивания. Пришивайте рожки самостоятельно. И потом я покажу, как я прицепляю хвостик и оформляю мордашку. Итак, пришили наши рожки, ушки. Теперь нужно пришить хвостик. Хвостик я привязываю, не пришиваю. Так, хвостик у нас будет цепляться на 7 ряду. Так, вот здесь у нас последняя прибавка была. Это у нас 2 ряд, 3, 4, 5, 6, 7. Находим серединку. Ну, пусть будет вот этот столбик. И с правой стороны от столбика я завожу иголку и вывожу с левой стороны. Так, теперь беру вторую ниточку, второй кончик. И теперь с левой стороны, где выводила веревочку эту, да, ниточку, теперь я с другой стороны слева направо, в общем, вывожу. Так, вот вывела два кончика, один в одну сторону, другой в другую. Подтягиваю хорошенько. И вот здесь снизу завязываю узелок. Один. И для надежности второй. Далее беру вот эти вот два кончика, заправляю в иголочку широким ушком. Так. И завожу в одну из дырочек, в общем. Просто завожу сюда в полотно. Так, поправляю. Так, приминаем, поправляем. Смотрим, какой кончик надо подтянуть лучше. Все, наш хвостик готов. Вы смотрите, может быть, вам пониже, повыше нужно будет его приделать. Ну, я вот в 7 ряду его приделала. Я думаю, ничего страшного, если он так на бочок смотрит. А эти ниточки обрезаем. Все. Хвостик готов. Осталось нам только вышить ноздри и глазки, белочки, реснички, в общем. Далее оформляйте на свое усмотрение. Возьму белую ниточку, иголку подлиннее, чтобы было бы удобнее. Так. Ввожу иголочку снизу глаза. Так, вот здесь.
Далее сверху и вывожу сверху возле другого глазика. Так, завожу снизу и вывожу в ту же дырочку, где у меня вот эта нитка. Главное ничего не зацепить. Так, поправляем, чтобы наши белки были по бокам. И немножко утягиваем таким образом глаза. И завязываем здесь на узелочек. Так. Далее беру ниточку тонкую ирис и буду вышивать реснички. Так, если был бы бычок, я вышила бы вот так вот только 2 столбика. Но так как это у меня коровка, я сделала ей реснички подлиннее на 3 столбика. Так, смотрите, 1, 2 и вот сюда завожу, ну, где у нас белочек, да, и вот, в общем, будет стежочек на 3 столбика. И здесь то же самое делаю. Вот белок, 1, 2, 3. Даже не знаю, нужно ей бровки или нет, наверное, не буду делать. Ограничимся только ресничками. Так. Подтягиваем. И вот такие глазенки у нас получаются. Также вот этой ниточкой можно вышить здесь вот ноздри. Но я вышью, наверное, ноздри цветом вот этих рожек. Прячем кончик. Расправляем здесь петельки. Так. Берем ниточку цвета рога. Заправляем. Намечаем, где у нас будут ноздри. Так. И заводим сюда ниточку. Так.
Ну, вроде бы ровненько. Хотя на камеру так и не скажешь. Ну, поверьте мне на слово, вживую оно ровно. Все, наша коровка готова. Вот такая вот миленькая она получилась. С таким хвостиком. Надеюсь, у вас также все получилось связать, пришить. И у вас получились замечательные коровки. Вы можете связать в каком-нибудь другом цвете, цвета коричневого какого-нибудь, и будет у вас это бычок. Просто сделайте реснички покороче и вышейте, допустим, бровки. И уже у вас будет совсем по-другому смотреться. И будет не коровка, а бычок. Также у меня для коровки есть вот такой вот сарафанчик. Но, наверное, мы его свяжем в следующем видео, чтобы это видео не затягивать, так как одежда для игрушек не всем нужна. Так, я сниму отдельное видео на этот сарафанчик, платьюшко, и вам добавлю на канал. Также здесь под видео оставлю ссылку на это платьюшко, когда у меня на канале появится этот мастер-класс. Все, и будет вот такой вот сарафанчик у вашей коровки. Мне кажется, в таком сарафанчике коровка смотрится совсем по-другому. И уже четко видно, что это не бычок. Спасибо огромное, что вязали вместе со мною. Буду ждать ваши фотографии в группе ВКонтакте. Либо можете присылать мне в Инстаграм, либо отмечать вот этим вот хэштегом, либо просто указывать мой аккаунт в Инстаграм, и я увижу ваши фотографии. Все, спасибо всем огромное за просмотр, что вяжете по моим мастер-классам, и всем пока!